Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных кремов для начинки и украшений тортов, пирожных и капкейков. Это крем «Взбитая карамель». Крем необыкновенно просто вкусный. Крем, конечно, этот лучше всего подходит именно для начинки тортов, пирожных и капкейков. Готовить я этот крем в данном видео буду без желатина, поэтому крем будет очень воздушным и легким на вкус. Крем со вкусом дорогого карамельного мороженого, я бы сказала. И сначала я приготовлю карамель, потому что мне нужно будет ей дать хорошо остыть. В кастрюле у меня 200 грамм сахара. Ставим на очень умеренный огонь. 180 мл сливок 30% жирности я довела до кипения и добавила туда щепотку соли. И сняла с огня и отставила пока что. Сахар начинает потихоньку плавиться. Из боков я слегка его начинаю пододвигать к центру. Ничего здесь я пока не перемешиваю. Еще раз повторяю, на очень умеренном огне я все это делаю. Сейчас моя задача, чтобы сахар полностью растворился. Когда сахар растворился, я добавляю туда 100 грамм сливочного масла. Здесь у меня 82% жирности у масла. Все это просто перемешиваю. Сейчас у меня плита полностью выключена. То есть в горячей карамели масло полностью разойдется. И туда же я сейчас вливаю все горячие сливки. И опять все очень хорошо перемешиваю. Еще раз повторяю, что плита у меня выключена на данный момент. Как только прекратится вот это бурное шипение, я опять включаю сейчас плиту на умеренный огонь и провариваю карамель примерно 1,5-2 минуты, но это очень примерное время, до температуры 106 градусов Цельсия. И карамель готова. Я ее снимаю сейчас с огня. Переливаю ее в жаропрочную емкость, где она у меня просто будет остывать. Сейчас до комнатной температуры. Видите, ничего не подгорело. Все, карамель вот такого цвета должна получиться, то есть ни в коем случае не темнее. После того, как карамель у меня остыла до комнатной температуры, я убирала ее в холодильник, чтобы она остыла уже до очень холодного состояния. И теперь я ее перекладываю уже очень холодную в отдельную емкость, где я буду взбивать именно саму карамель. Вот это сделать очень важно в этом рецепте, чтобы карамель не осадила потом сливочную массу, которую мы будем взбивать отдельно. То есть нам понадобится здесь по сути 2 емкости обязательно. Но это того стоит. Карамель очень еще холодная, и нам ее нужно будет расшевелить. Итак, в другой емкости я беру 300 мл сливок для взбивания, 30% жирности у меня здесь, очень холодные сливки. 8 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок. 250 грамм сыра маскарпоне. Сыр маскарпоне также очень холодным должен быть. Я беру маскарпоне именно из-за того, что у меня сливки с малым процентом жирности для взбивания. И начинаю взбивать. Если у вас сливки 35-38, кондитерские такие для взбивания, тогда можно просто брать 550 мл сливок. У меня же другой вариант, поэтому я взбиваю с маскарпоне. И здесь очень важный момент. Сливочную массу мы взбиваем практически до устойчивых пиков, но не до конца. То есть, чтобы не перевзбить эту сливочную массу, потому что этот момент, он очень такой зыбкий. Поэтому не до конца слегка взбиваем. И начинаем сразу взбивать карамель. Карамель я взбиваю 2 минуты. Она сначала будет очень твердая, и это нормально. И потом в конце взбивания она уже будет очень подвижная и пышная. И она будет как бы стекать вот так вот с венчиков. Это тоже так и должно быть. Теперь вот так по одной силиконовой лопатке этой карамельной взбитой массы я добавляю уже к сливкам. Сливки у меня просто стояли на столе, как вы видели. Ничего с ними не случится за этот период времени, за 2 минуты. И по времени прорабатываю буквально просто до объединения сливок и карамели. Дольше ничего не взбиваю. И каждый раз вот так добавляю по одной лопатке этой массы и прорабатываю просто до объединения. Когда я последнюю сейчас порцию карамели уже ввожу в сливки, это моим маломощным миксером, около 1,5 минут, не дольше. То есть долго здесь взбивать ничего не нужно. В процессе вот взбивания уже сливок вместе с карамелью и сливочная масса, так как она была недовзбита, она взобьется как раз до нужного состояния. Итак, теперь перекладываю все это в кондитерский мешок. Делаю это намеренно при вас здесь, чтобы вы видели именно консистенцию крема. Крем очень воздушный.
Крем идеально просто подходит для начинки тортов, пирожных и капкейков, и также для такого невысокого украшения пирожных, капкейков и таких домашних тортов. Это не мега такой стабильный крем. Стабильные карамельные кремы есть на моем канале. Пройдите в плейлист рецепты кремов и посмотрите там эти рецепты. Насадка у меня здесь большая, кондитерская, номер ее C10. Крем этот идеально подходит для наполнения эклеров, трубочек, различных профитролей, также берлинеров, таких пончиков. То есть то, что вот касается выпечки, очень вкусно будет с ним. Крем этот идеально, конечно же, подходит ко всем шоколадным бисквитам. Просто бомбически вкусные торты получаются. Это карамельная молочная девочка с этим кремом и просто молочная девочка, обычные коржи. К медовикам он подходит также. Если со светлыми бисквитами, с ванильными, то лучше брать тогда курагу и орехи. Идеальное тоже сочетание. Часто готовлю с ореховыми бисквитами. Этот крем, очень советую его пробовать. Крем со вкусом такого очень дорогого, благородного карамельного мороженого. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.